Добрый день, друзья! Меня зовут Павел Бирюкович. И сегодня я вам хочу рассказать о простом способе укладки плитки на систему водяного теплого пола без стяжки. Также мы покажем, как сделать так, чтобы ламинат и плитка было в одном уровне. На примере изготовления выставочного образца покажем, как можно монтировать систему. Выставочный образец у нас будет состоять из трех элементов. Системы теплого пола в другом уровне под ламинат. Клеить мы ее будем на клей-пену. Пол предварительно мы прогрунтовали. Наносим клей-пену. Я специально в некоторых местах оставляю пропуски, и сейчас расскажу вам зачем. Мы поверх системы будем укладывать магнезитовые плиты толщиной 8 мм. Имеют с одной стороны гладкую текстуру, с другой шершавую. Гладкой стороной мы будем их класть на систему, шершавая сторона будет со стороны плит. Для начала прогрунтуем магнезит с обеих сторон. Мы взяли плиты размером полметра на 1,20 м. Также они в продаже есть 1,25 м на 2,50 м. Грунтуем магнезитовые плиты. Можно слегка прогрунтовать систему. Ждем, пока все высохнет. Размещаем магнезитовые плиты так, как нам нужно. Учитываем, что в местах перехода с одного уровня на другой нужно оставить расстояние в 15 сантиметров. И эти 15 сантиметров будут заполняться клеем для плитки. И на них будет опираться ламинат. То есть плитка на 15 сантиметров должна не доходить до перехода. Если мы хотим получить один уровень. Магнезитовая плита легко пилится диском по плитке или лобзиком. У нас есть диск по плитке, поэтому будем пилить им. При работе с электроинструментом всегда используйте защиту, перчатки, очки. Магнезит готов. Клеим на клей-пену. Наносим ее точечным образом. В основном там, где пенополистирол, у нас без пластин. Или по центру, между пластинами. Теперь укладываем магнезит. Наносим на вторую часть. Для начала примеряем. Ждем пару минут и прижимаем.
Если где-то есть неровности, то можно магнезит пригрузить и оставить до застывания клея-пены. Вот так вот выглядят две системы с клеем и с магнезитом. Магнезит аккуратнее, быстрее. Оба способа имеют свои плюсы и нюансы. О них мы расскажем позже. Также с примерами. Прошло полчаса, клей, пена застыла. Можно переходить к укладке плитки. Но так как у нас стоит задача положить плитку вровень с ламинатом, то сначала нам нужно положить ламинат для того, чтобы поймать уровень. Ламинат мы кладем на геотекстиль плотностью 300. Он имеет толщину 2,5 мм. Если нужно больше, то берем геотекстиль 400. Он имеет толщину 3 мм. Подрезаем геотекстиль под ламинат. Так как это образец выставочный, мы должны видеть все пирожки. Теперь мы знаем нужный уровень плитки. Все приклеилось. Стыки заклеиваем сеткой. Вот мы уже имеем уровни. Можно приступать к укладке плитки. Все быстро, гораздо быстрее, чем с сеткой. Для нашего случая такая тонкая сетка подойдет в качестве примера. Если мы говорим о укладке в квартире, то лучше использовать сетку для наружных работ, стойкую к щелочи, которая используется для штукатурных работ фасадных. В нашем случае достаточно такой. Перепад по высоте у нас около сантиметра. То есть плитку спокойно можно класть под 10-ю гребенку. И все у нас получится отлично. Кладем плитку. То есть класть плитку можно в тот же день, когда мы и клали систему. Вот так плитка находится у нас практически в одном уровне с ламинатом. Дальше уже плиточнику не составит проблем вывести ее в тот уровень, который нужен. Между плиткой и ламинатом вставляется порожек, точнее переход. И все получается красиво и ровно. Вот таким образом легко сделать систему по всей квартире в одном уровне без перепада. Независимо от того, плитка у вас, ламинат. То же самое делается с паркет-доской. Есть еще один нюанс, который стоит учесть при переходе. Но к нему мы дойдем позже. Пока укладываем плитку.
Накладываем слой клея вровень с этой частью. Это делается для выравнивания уровня под ламинат и закрытия перехода труб. Трубы мы прячем под ламинат. Это место желательно проармировать. Можно использовать штукатурную сетку или тоненькую металлическую. Я возьму ее в 2 слоя. Первый слой сетки утапливаем. После этого укладываем второй слой. Доводим уровень до уровня основания ламината. Если сетка мешает, ее можно выкрутить. Неровности можно завтра подчистить, и все будет идеально. Так ламинат имеет основание в месте перехода к плитке. Труба находится в комфортном состоянии. И все стыкуется. Вот так, друзья. Этот способ имеет преимущество скорости, простоте укладки плитки на систему водяного теплого пола и позволяет укладывать плитку в тот же день, когда мы положили систему. В следующем видео мы вам расскажем о еще одном способе укладки плитки, который является более сложным, но с ним увеличивается теплоотдача. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Задавайте ваши вопросы в комментариях, давайте свои предложения, и мы будем снимать еще видео, чтобы ответить на все ваши вопросы. До встречи в следующих видео.